снимаешь? Да. Привет всем, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Я готовлю обед, и Парам попросил меня снять видео. Значит, сегодня он попросил, чтобы я в чечевичную похлебку, которую я готовлю практически каждый день, добавила вот этот вот овощ. Называется это драмстик. Вот, посмотрите, я уже добавила, он купил 3 пучка, 1 пучок я почистила, и вот он, собственно, плавает в этой похлебке. Окей. Значит, это очень полезный овощ. Сейчас, секундочку, я добавлю уже зелень. Я нашла в интернете, нашла сайт на английском, поэтому буду читать с перевода, может быть, что-то будет некорректно. Значит, укрепляет кости. Но вот Парам мне сказал, что прежде всего этот овощ для мужчин очень полезен, для мужской силы. Вот, но сейчас мы, тут подробно написано, но я так, укрепляет иммунную систему, но пока не вижу, способствует здоровью кишечника, регулирует гипертонию, здоровье почек, снижает риск рака, улучшает здоровье печени, лечит отеки, борется с инфекцией, регулирует диабет, способствует хорошему зрению, для беременности, for women good. Ну, для беременных и кормящих матерей хорошо, улучшает здоровье кожи, задерживает признаки старения. Слушайте, я тоже буду это есть, но оно невкусное, здесь not tasty. Да, ну... You feel this is tasty? Парам говорит, что он считает, что это вкусно. От прыщей. Ну сейчас смотрите, это голень, барабанья палочка, а по-другому еще здесь вот перевод баранья ножка, название этого. Значит, тут еще рецепты. Оно сейчас Парам иди на переплан. Movies also they show in Kannada movie. Many pictures they show like this. For bed, men for strong for bed. Может быть, меня смотрят зрители мужчины, какие which another food. Окей, с этим мы поняли, что может быть еще какие-то, ты знаешь, продукты. Onion, garlic, лук, чеснок, prawns. Креветки. Да, this all Это many все yeah, food like like Viagra, да? Yeah, Viagra and this what is this? No, in Nepal what we Shilajit. This is very benefit. Окей, ну ладно, спасибо. Окей, так что поняли, девчата. Подкладывайте своим мужьям. Я надеюсь, что у вас это продается. Здесь это недорого, да? It's not expensive. No, very cheap. 10 rupees one day like that. И Парам говорит, Гампат наш работник, каждый день он ест это. But very hot for the body, this. Very hot. Итак, мои дорогие зрители, сейчас я вам кое-что интересное расскажу. Шинодиер, да? Ее нет. Нашей клиентки нет. Парам переживает, Парам волнуется. Значит, рассказывай. Вот в этом номере у нас поселилась женщина одна. А у нас вот в Матаране есть такие правила, что нельзя заселять одиноких туристов. Хотя, ну, казалось бы, да, сколько много путешественников, особенно среди иностранцев, это абсолютно нормально. Элла одна путешествует, Надя к нам одна приезжала, Анатолий приезжал, ну, полным-полно, да, люди не нуждаются в компании, и это вполне нормально. А здесь, в Индии, считается, что если ты одна или один приехал на отдых, то это ненормально, у тебя какие-то проблемы с психикой, и вполне возможно, ты приехал с целью покончить со своей жизнью. И значит, ну да, ну в принципе да. Рассказываю, то мы тянем резину. Сейчас. Я на секундочку отвлекусь от нашей подозрительной клиентки. Парам попросил снять на видео. Помните, эта женщина печет торты. Наша Матарана, Парам, поддержи. И what I must say, Парам. Sponsor for cakes, she give every team. Today 8 cakes she sent. Значит, друзья, сейчас у нас идет турнир по крикету. Сегодня у нас финал. И вот эта девушка испекла 8 тортов в подарок. So for who? For gamers? Для кого? 8 teams, 8 cakes she sent. Everyone team one. And this when для членов команд. 8 команд, 8 тортов. А это для победителя, for winner? Да. No, before yesterday, when start, before start, they cut. Это позавчера, то есть это не только сегодня акция. Позавчера у нас уже турнир продолжается в течение 3 дней, но мы сегодня отправляемся на финальный. Когда открывался турнир, она тоже вот вручила торт.
Very good. अभी आने वाले आप 2-3 o'clock she coming winning. Как она успела? In night? No. Когда она готовит? No, when she 5 o'clock final prepare? this is. No, when she prepare, Ренка? Morning she coming and make. Рано утром пришла и приготовила. У нее уже опыт, поэтому она быстро готовит. Вот, показывает, какие красивые. Good, nice. Вот кто у нас в Матаране работает. А остальные, в основном все, имеют очень интересный разнообразный досуг. И, в общем, собственно, мы сегодня тоже идем на этот турнир и увидим там очень много людей, наших матарановцев, которые прекрасно проводят время. То Ганеша фестиваль, то какой-то турнир, то храм открывают. В общем, жизнь кипит и бурлит. कितना लिया? कितना का लिया? Kitna? You want more? Давай all we take. Берем все оптом. No, окей, we have, thank you. Парам у этой женщины сегодня и купил. Значит, окей, Парам, расскажи, пожалуйста, what sense, какой смысл Виджи тратить продукты, тратить силы и время на выпечку этих тортов и потом их бесплатно раздавать всем, а? Because she want to make number one popular cake shop. She want to very number one coming in Matara. This is Marketing. business trick, marketing. Да. So we must give some room. Очень много, кто не понял, очень много у нас в Матаране магазинов, где продаются торты. Да. Большая Everyone конкуренция, make а она хочет быть номер один. И вот она раздала торты, там повесили баннер, написано ее имя, все ее там поздравляют. Сегодня много людей, все увидят, что многие попробуют, да, кстати, что она действительно вкусно готовит. Ну и потом будут, соответственно, заказывать у нее. Это работа, да? It's work. Да. Вот это вот, видите, сейчас Парам с ней поговорит. Вот эта вот девушка у нас остановилась. Одна, видите, одна идет в наушниках. Так, но я сейчас уже не буду снимать, неудобно. И она, получается, с утра ушла, и Парам переживал. Ну, она говорит, я пошла на какую-то точку обзора. Что, вот, а? Что? Видите, Парам выдохнул. Все, она говорит, живая еще. So she want one more night. На 2 ночи она у нас остановилась. Вы представляете? Значит, ну, я рада, что Парам больше, чем я, волнуется. Я что-то как-то... Я сама даже тоже когда-то... У меня действительно была душевная травма 25 лет, и я сама поехала на море, на Азовское, на целую неделю. Ну, и прекрасно провела время. Но у меня не было никаких дурных мыслей, просто хотелось побыть одной, там, расставить все по полочкам у себя в голове. Ну, а у Парам сразу говорит, что если одна, то это все, это значит, что... Короче, я вчера настояла, Парам у меня, знаете, такой более законопослушный. Вы извините, кто не любит мои очки, просто очень сильно ярко светит солнце, поэтому я в очках буду. Значит, ну, в принципе, закон этот не писанный, просто у нас в Матаране так принято. Мало кто соглашается заселять у себя в номерах одиночных туристов. И, значит, мы ее встретили по дороге, когда возвращались из Нерала, она была на стоянке рикш, она что-то спросила, а я потом Параму говорю, Парам, давай у себя ее заселим. Парам, я не хочу, но у нас сейчас очередь реально не стоит. У нас вчера было 3 пустых номера, я говорю, давай. Ну и, значит, Парам ее заселяет, и по правилам, если уже все-таки ты заселяешь одиночного туриста, тебе нужно поговорить с ее родственниками. Она ж позвонила своей маме, и на самом деле ее мама даже не знала, что, где ее дочь. Она замужем, это, ну, как молодая женщина, она замужем, и она поссорилась со своим мужем. Мужу она тоже не сказала, но, видимо, она специально решила, чтобы муж поволновался. Ну, подробностей мы не знаем, но Парам поговорил с ее мамой и записал на диктофон этот весь разговор. И вот, ну, Парам мне рассказывал, может быть, не все поняли, сейчас я объясню, да, мама в трубку, ее мама этой девушки плакала и говорила, пожалуйста, говорит, ты должен к ней отнестись как к своей сестре. Ну и, собственно, Парам так и относится. Вы видите, он с утра сегодня, когда мы проснулись, в 7 часов утра провожать Артура и в тренажерный зал, Парам ей
Стучит в дверь. О, там все в порядке, горячая вода есть. Ну, как бы, да, по идее, в 7 часов утра туристов не беспокоит. Но он просто настолько волновался, что, ну, как бы нашел повод, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, что она жива и здорова. Фух. Окей, all will be good. Да. Ты должен как психолог, you must be like psycholog, to talk with she, узнать подробности, поговорить. Потом говорит, она не готова. Она не готова, она сейчас вся в себе. Ну, даже вот я сейчас смотрю, она в этих наушниках. Окей, but you must try slowly, по чуть-чуть, медленно завести разговор, say something about you, свою какую-то историю расскажи, потом она захочет открыться. And you know, she still not take. She give extra money, she not take back. Who give like this money? Only I died after 1 hour. What I do this money? Ну да, в основном like люди наоборот, как торгуются. Она, получается, заплатила и не взяла еще сдачу. Ну, парам, получается, на тот момент не было сдачи. Ну, вот, говорит, что в основном все давай бегом сдачу давай. So why you not give still? Окей, ну будет повод вечером, да, опять подойти к ней, чтобы отдать сдачу и завести разговор. 1.5 years before in Sanjay room happened this. He died here. His father. Ладно, наверное, I think this is not good subject. Для видео это не очень хорошая тема. Давайте о чем-то приятном. Окей, ну просто Парам сказал, что такие случаи здесь не редкость. Что он волнуется не зря. У нас стадион находится рядом со школой. И сейчас последний урок у Артура, последний урок Games. И вот они играют вместе с одноклассниками. Играют в мячик. Сейчас мы, когда прозвенит звонок, его заберем и вместе пойдем на матч. Парам еще нужно заплатить за школу, за обучение. Артур. Заодно решим несколько проблем. Артур, сейчас вместе пойдем на матч. Заканчивай урок побыстрее, пойдем на матч. Дневник. У нас положено, когда заплатила за обучение, в дневнике тоже это отмечается, чтобы... На, take! Fast! Вот, значит, буквально на днях у нас произошел такой вот казус. Я приготовила ему ланчбокс, перекус. И положила ему в рюкзак. А он потом еще после этого с утра что-то там перекладывал, я не знаю. Но, в общем, в итоге где-то уже в 12 или в час я нашла этот ланчбокс на полу. Получается, он его достал, и там что-то он там перекладывал. Ну, короче, забыл перекус свой. Ну, я Параму рассказала, что делать. Парам говорит, может быть, мне бежать в школу, ему принести. Я говорю, ну, ничего страшного. Он, в принципе, завтракает у нас, калорийный завтрак, ничего страшного. Даже если он не поест. Я, допустим, когда в школу ходила в свои года, я вообще не брала с собой никаких перекусов. Вот, и потом приходила домой, сразу обедала. Ну, хорошо, Парам согласился, ладно, пусть будет для него такой вот урок. И, значит, потом он приходит и рассказывает. Я говорю, ну что ты, как все прошло, что ты забыл? Он говорит, у нас все нормально. У нас, говорит, периодически кто-то постоянно забывает. И у них вот так вот мальчики собираются отдельно, все кушают, девочки отдельно. И если кто-то забыл, все делятся. Говорит, я и то поел, и это поел. То есть все мальчики с ним поделились. Ну, то есть у них такие вот правила, что ничего страшного. Ну, молодцы в этом плане индийцы. I said about when Artur forgot the lunchbox, how they share. In India this common, да? Many people give food. Говорит, даже если что, учительница поделится с учеником своей едой. После занятий все ученики собираются и поют молитву. Это обязательно. А потом только расходятся. Все, можно забирать свое чадо. Вот видите,
Обычно все после уроков садятся на рикшу и едут домой. А сегодня на матч, на финал матч, финальный. Вот команда Бавина. Но, к сожалению, они проиграли. Значит, главный приз – это 30 тысяч рупий. Первое место 30 тысяч, второе место 20 тысяч. Но они не на первом и не на втором месте. В предыдущих играх они выигрывали, дошли до финала, но, к сожалению, не победили. Вот такие вот расстроенные. Даже Бавин не хочет давать интервью. Ну что, пойдемте на трибуны. Вот видите, с той стороны трибуны, очень много людей. И женщины, и мужчины. Все собрались сегодня на матче. Вот, будущие участники турниров. Индийцы очень любят эту игру в крикет. Парам говорит, меня зовут. Быстрее сними, пожалуйста, на видео. Вот это вот получается организатор. Органайзер, да? Hi. Ой, посмотрите, даже подарки. Спасибо большое, как приятно. Смотрите только, как нас встречают. Организаторы этого турнира. О, это мне. Давай, Парам. Да, я хочу отметить, этот мужчина мусульманин. И поэтому вот сегодня присутствует очень много мусульман. Женщины и мужчины. Ой, круто, молодцы. Здесь должны сфотографироваться, наверное. Вот видите, фотограф профессиональный. Сейчас мы фотографируемся. Ой, посмотрите, даже вручают цветы. Спасибо, спасибо большое. Вот еще интересный момент, что цветы забирают. То есть вот так вот торжественно вручили и потом забрали. Но подарок остался в коробочке. Я даже не знаю, мы сейчас посмотрим. Даже очень интересно, что там внутри. One second, I make their video. Меня, видите, по имени называют, все мое имя помнят. Наташа. Но так вообще обычно обращаются Баби, Диди. А ко мне обращаются чаще всего по имени. Я поняла, она предложила там сесть, где все женщины. Но у нас семья, мы все-таки будем сидеть с семьей. Здесь, видите, в основном так, разделение. Там сидят одни женщины, а здесь мужчины. Ну, в принципе, ничего страшного, это нормально, если мы с семьей разместимся все вместе и будем смотреть матч. Ну давай, открывай, посмотрим. Всем интересно знать, что там внутри. Раз, два, три. Ой, классно, посмотри, покажи это с другой стороны. Вот вы видите часы. Очень полезный подарок. Круто. Ничего себе. Слушайте, настолько приятно. Вот молодцы, молодцы. Я не могу, я восхищаюсь индийцами, насколько они молодцы. И даже с батарейками. Но часто, когда, вот часы покупаешь, там батарейки еще надо отдельно покупать, заморачиваться. А тут все сразу. Hi, Никель. Парам, you see your friend? Он не просто друг, он был свидетелем на нашей свадьбе. Это много значит. Вот я сейчас вам показываю, как встречают главного спонсора. Фото, видите, все замерли, потому что делают фотографии. Артур, ты должен был не гитару изучать, а вот этот вот инструмент. Потому что работой будешь обеспечен. Итак, мои дорогие зрители, вот так вот встречают главного спонсора этого мероприятия. Вот он в черной рубашке, в белых брюках. Сейчас его фотографируют и будут угощать тортом. Торт, который приготовила наша знакомая.
Один из тортов. И вот эта вот команда победителей. Вот этого парня в очках, я думаю, многие из вас помнят. Алам. Он с нами в тренажерный зал ходит. Друг Бавина, но он играет за другую команду, потому что он мусульманин. И, ну, как бы мусульмане между собой объединяются в одну общину. И, соответственно, в команду собираются одни мусульмане. Ну, тем более спонсоры мусульмане в этот раз. Класс, молодцы. Так, первого, видите, тортом угостили этого спонсора. И потом пошло. Как трофей. Вот, парень мне предлагает, говорит, ты хочешь тоже торт? Артур сам пошел, взял кусочек и съел. Вот, мне предлагает. Давай. Я показываю, насколько здесь все организовано. Даже можно помыть руки. Вот, ну и киоски здесь стоят, можно что-то купить, перекусить. Парам купил пурампули. I like this. Он очень любит. Здесь прямо рядом со стадионом поставили киоски, где можно купить еду, ну точнее перекусы, различные чипсы, пурамполи, которые Парам купил, водичку, а также чуть позже будут бесплатно кормить настоящим обедом всех желающих. Это все спонсоры постарались. Да, хорошо. Говорит, ешь, очень вкусно. Так, вот здесь вот подготавливают угощение. Огромная кастрюля с рисом, райс. Что еще? Парни моют посуду. Что? What? This is rice and? Chicken. А, понятно. Курица. Курятина. Курятина в соусе. Ага. Ну как подливка. Рис с куриной подливкой. Но мы пойдем домой обедать. Я, как вы помните, Параму приготовила очень интересный обед. Вот, ну и здесь вот видите, женщины расселись отдельно, ждут угощений. Вот я хочу показать, Парам говорит, покажи, что вот так принято, что в одну тарелку насыпают еду, из которой из этой тарелки едят несколько человек. Может, 4-5 человек есть из одной тарелки. Вот, показываю вам, а то, может быть, непонятно по видео, что действительно очень много людей присутствует на этом мероприятии. Практически все ученики, их мамы, папы. Не только мужчины, вот что немаловажно, да, вроде бы как крикет, игра спортивная, больше интересна для мужчин, но на самом деле сюда приходит много женщин. И тоже веселятся. Вот видите, Парам тащит, Артур тащит рюкзаки. Говорит, идем домой. На обратном пути опять встретили Бавина, и теперь я поняла, почему его команда проиграла. Почему они проиграли? Да, потому что он использовал не наш бет. First match he used bat, you win. Second match he used other bat. Почему? Почему вы не использовали биту, которую мы подарили, а? Next week I use your bag. А вот Папубай, Нига husband, муж Ниги, посмотрите, как он лихо скачет на коне. Мы сейчас возвращаемся домой вместе с Бавином. Дорога длинная, ну и я по пути спросила, говорю, мол, ну что там, Бавин, тебе невесту не нашли родители? Он говорит, ну да, в принципе, много потенциальных невест, но им не нравится то, что я живу здесь, в поселке, никаких перспектив, то есть все хотят в городе невесты. Ну и Парам ему говорит, мол, ну у вас же есть квартира в Нерле. Я еще такой момент хочу отметить, что Бавин не хочет жить в городе, ему хочется здесь, ему нравится Матаране, здесь прекрасная, активная жизнь. Ага. Почтовый ящик. Ностальджи. Вот. Ну и Парам говорит, как how you teach Бавин? You must lie. Поэтому Парам профессионал, Парам профессионал в этом деле. Говорит, а ты просто, говорит,
скажи, что вот, ну, даже вы можете пожить, да, говорит, после того, как родится ребенок, то уже ей некуда будет деваться, ну, то есть какое-то время поживете в городе, типа помучаешься, а потом скажешь, что я хочу только здесь со своими родителями в Матаране, и она уже с ребенком, куда она денется? Я же не успела на видео снять, как Парам рассказывает Бавина. Говорит, я столько, говорит, наобещал своей Наташе. Говорит, ну, в принципе, почти все, что я обещал, я выполнил. Сейчас он договорит по телефону, расскажет. Парам, ну, рассказывай, what you promise for me, what you give, what you not give. I say, I promise for you, I give flat, I buy for you Ну, car. я не вижу никакой I квартиры, say, я только I make слышу. first business. I first make business. Не, ну I это make да, business. это да. I make Перед business. тем, как After I say I promise, мы заключили I make брак. one restaurant your name, Natasha restaurant. And Wait, bar. перед тем, как This I заключить брак, Парам действительно пообещал и сделал. Don't worry, Открыл right, бизнес. man, До right. этого он был Just say what you want, all I give обычным you. Come. официантом. Just Ну, дальше говорит, что квартиру я уже тоже. Но я не считаю, что тоже, пока я не получу, пока я в руках не подержу ключ, I'm not, still I'm not hold key, I'm not get. pay money. And, okay. What I want pay, I Говорит, pay я уже para практически boss this time, все put your money. заплатил What next I want? I all за money. квартиру. If I don't have money, so Окей, you- and next, что еще ты пообещал, Next car, расскажи I зрителям. give А car. потом машина. after I make one Ну, restaurant. when car come in. When flat coming that time. После того, как квартира, потом, окей, bye. Вот, и потом еще Парам обещает открыть ресторан. Ресторан, Наташа. Ай. Вот сейчас я вам покажу ближе. Вот здесь в этом ресторане работает Шикар. Я его раньше вам показывала. Бодибилдер. Очень красивый парень. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Парам учит Бавина. Говорит, надо врать. Говорит, надо больше врать. И тогда ты получишь все, что хочешь. Девушки любят ушами, поэтому нужно как можно больше врать, как можно больше наобещать. Может быть, какие-то обещания действительно получится исполнить, а нет, так нет. Парам вообще не понимает, что некоторые женщины разводятся и потом живут сами для себя прекрасно и отлично выглядят. Я говорю, что я иногда смотрю такие вот видео на ютубе, показываю там женщин, ну, в таком вот уже солидном возрасте, которые прекрасно выглядят, ну, такие мотивирующие видео я иногда смотрю. И вот что объединяет всех этих женщин, когда там я читаю дальше вот о них информацию, что они в течение там 30 последних лет не замужем. Никто им плешь не проедает, поэтому они такие красивые, здоровые, с улыбкой на лице. Вот, ну все, друзья, на этой ноте я с вами буду прощаться. Всем спасибо большое за внимание. Обязательно подписывайтесь. Впереди вас ждет еще много чего интересного. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.